Операция чистка. Босс Бориал. Сборка катера. В этом видео новичок без доната в Last Day. Продолжаем развиваться. Заткнись и играй. На экран уже смотрит толпа, которая ждет моторку. Да, и мы продолжаем с тобой собирать катер. Если ты до сих пор не знаешь, как это делать, просто посмотри прошлые серии. Что нам остается? Ерунда. Лодочный мотор уже почти собран, остается только насосы. А это стоки и килл Бориала. И к Бориальчику мы сейчас с тобой обязательно сразу и побежим. Но сразу после того, как зарядим все домашние дела. Я это что-то вырезаю, а сейчас решил тебе показать, да? Первым делом, когда я захожу, сразу перезаряжаем все верстаки. Второе. Просмотр рекламы. Если ты уже перерос, тебе это не надо, тогда не смотри. Но поначалу это по любасу надо делать, потому что капец-то как помогает, да? Третье, если у тебя уже есть поселение, конечно, в поселении перезарядить минимальные хотя бы верстаки производства дерева и железа, да? Чушки такие, болванки. Ну и все, вот эти три вещи сразу, да, без вариантов делаем. Здесь, соответственно, уголек заряжаем, здесь печушки заряжаем. Если камушки... Ты еще опять же не сильно развился, да, поначалу камушки тоже без остановки делай. Нам с тобой апгрейдить дом, капец, сколько еще камней надо. Даже банальные там какие-то верстаки, не верстаки, да, уже 15 блоков надо. Вот эту штуку. У тебя должно быть достаточно много растительного волокна. Если ты смотришь рекламку, зачистка обычной локации, у тебя будет скапливаться это волокно. Смело заряжаем. Мясо достаем, да, шушим. 20 кусков ткани, 4 аптеки. Ёп, ну поди фигово. Здесь уже я зарядил. Хватит воду лить в эфир, зрители уже зевают. Вырубай рутину, выводи на экран экшен. Блин, это рутина важная. Все перезарядили. По катеру нам один винтик остается. Один чемодан достанем с морского дна и все. Это ерунда, реально. Все, в принципе, можно ехать, да? Ах, да. Хыч. Один винт до победного. Хватит жевать сопли про рутину, вези этот мотор к воде. Да, это сильно. А что по новому событию-то, по временному, которое вот сейчас пришло? Очень крутое событие. Делаешь начальный, значит, квест, все, оно заряжается. Сразу тебе скажу, самая лучшая прокачка репутации в транспортном хабе. Если он у тебя заблокирован, тогда просто бункер альфа и все остальные локации, где дроны летают. Ну и нашивочки, чтобы вот это безобразие выкупать. И да, нашивки добываются не только с локаций, где дрон летает. Вот эти. Их вот здесь добываем. Второй момент. Оперативников 3 в день. И третий момент, если ты его не знал. Босс Бориал и Консилиум. С них нашивки. И причем много нашивок. Раз в день один босс. Ёп, это великолепно. Ну, соответственно, вот оперативники, да, 3 сразу оператора забираем. в день, фарм нашивок и Бориал на десерт. Хватит теории, запускай этого крокодила. У меня пока разблокирован только Бориал. Ну и ладно. Ну и ладно, это уже классно. Раньше 15 заданий надо было сделать, чтобы забрать нашивки. А сейчас раз-два, ёпы, готово. Вот он, значит, оперативничек. Иногда будет попадаться засранец, да, с огнестрелом, а иногда вот такая вот лайтовая вещь. Просто Харди, хорош рассусоливать. Оперативники сами себя не закроют, а Бориал уже ждет Чик. свою порцию свинца. Готово. Ну и все. Понял, да? Вот здесь нашивки ты не заработаешь, только репутацию. Вот эта локация лучшая. Но если ее нету, просто все подряд фигачим и все. Бункер Альфа наш с тобой фаворит. А вот они. Значит, не репутация, а именно нашивочки. Ох, ёлпалы, это класс. А чё это мы с тобой перестали вот сюда ездить? Как была коммуна крутая, так и есть. Тактик тот же самый, да? А вот по поводу трансмиссии вездехода, тут уже да. Блин, после того, как появилась Лаба Генезис, ёлы-палы, я не знаю, мне кажется, там проще трансмиссия. А еще... Там падают колеса вездехода, трансмиссии и все составные части с боссов. Прикинь? Как часто? Дело не в том, что часто, не часто. Дело в том, что там в магазине трансмиссию раз в 3 дня можно выкупать. И ты это можешь делать. Мне кажется, легче, чем коммуна. Опять же, коммуна уже вот сейчас доступна.
Да чё нам прямо сейчас-то? Мы же не будем прямо сейчас вездеход с тобой собирать. К тому моменту, как начнем собирать вездеход, мы сможем фармить лабу. В общем, сам выбирай. Но я, как ты видишь, да, уже развиваюсь по-новому. И я не иду сейчас ни в какую коммуну. Все, поехали. Глаза горят, таймер капает, а катер сам себя в океан не скинет. Давай анекдот пока расскажи, какой-нибудь смешной. Давай доставки потом сделаем. Вначале все-таки Бориальчика, да, накажем. Анекдот расскажи, Нова. Приходит мужик к врачу с зомби на поводке и говорит: О, доктор, помогите, новое. у меня в гараже кто-то завелся, все ломает, ревет и жрет запасы пластика. Врач смотрит на зомби, потом на мужика и выдает: ну а что вы хотели? Выживание в пустоши без доната – это вам не в офисе сидеть. Пропишу-ка я вам пару ракетниц и ежедневный Бориал. И что, поможет? Понятия не имею, но катер собирать все равно придется. Заряжай ракетницу. Выносим этого урода. Какая ты агрессивная, урода прям. Да он вообще красавчик, няшка. Я не понял анекдот. Если ты понял, делись в комментариях под этим видосом. Ладно, засчитано, Нова, засчитано. Поехали, задание Бориала. Земледелец, не земледелец, да? Опа. Няшка, Окей. говоришь. Ага. Этот урод с дубиной сейчас всю броню тебе в ноль снесет, если будешь с ним миловаться. Так, факел нам дали халявный. Это лишним не будет, да? Ну и все, сейчас земледелец нам скажет. Эй, все, я тебя понял. Проверить стога сена, сжечь сорнячки. Не вздумай тратить нормальную броню на эту сеновую возню. Старое рабочее шматье в самый раз. Экономия ресурсов на старте решает. Хватит теребить солому, давай уже переключайся на Бориал, пока запал не остыл. Ты какая Без резкая, Орды как любая задача понос. чистый курорт. Не успел оглянуться, а задание уже закрыто. Ага. Ноги в руки и к арене, пока Бориал не остыл. Нова, а куда ему остывать-то дальше? Это ледяной засранец, босс. Это ж как в Игре Престолов, ты понимаешь, что? Король-макароль этот ледяной. Вот то же самое и Бориал. Только тот без бороды, а этот с бородой. Защитит станцию от зомби. Смотри. Это при том, что эта локация максимально холодная. Есть время сражаться? Есть. Есть даже время отбегать, чтобы он горел, да? Чтобы это меньше факел тратить. Теперь одеваемся, согреваемся. Да? Следующий и следующий. И все. Расход брони нулевой. Ну не говори, что это не круто. То есть ты понимаешь, что? Это максимально холодная локация. Я укрепленную броню даже не одевал. Ягодная настойка. Это такая шляпа. Давай я тебе прямо сейчас покажу, если ты прошлые серии не видел. Лучше посмотри прошлые серии. Вот тут вот 50 ягод без боя собираются практически. И чё? Делай этой настойки сколько тебе влезет. И в результате вот эту броню ты когда сделаешь, ты ее будешь только на Бориала тратить. Все остальное время, опять же, максимально экономно. Используем меховую броню просто и все. Вот этой брони, если тратить на Бориала, на 5-6 Бориалов хватит одного комплекта. На неделю считай, да? Каждый день Бориала будешь фигачить. Поди фигово. Также в этой локации алюминия дофига. Тоже полтос только в путь. Перезагрузил и уже сотка. Перезагрузил 150. 4 перезагрузки, ёп. 200 ягод, 200 алюминия. То есть это настолько вообще ни о чем ресурс, что прям вообще. Так, ну что, давай уже добиваем, да? Это все понятно, это все лирика. Ящики тоже нужны. Изолента, не изолента. Смотри, я в рабочий комплект броне ползаю. Уже сколько. Быстро замерзать буду, когда настойка пропадет. Но она нормально держится. Потом быстренько вот так дик-дик-дик согрелся, да, и опять ее убрал. Блин, это супер. Реально, стратегия прям 5 с плюсом.
Встречай этого ледяного урода, вливай урон и забирай свой законный пластик. Нова, ну если ты так хочешь его называть ледяной урод, ну ладно, но это как-то жестко. Давай, не знаю, как-то его... Вот у меня недавно мелкий увидел дядю бородатого рыжего. И знаешь, как его назвал? Бодоборода. Только вот так он сказал. Бодоборода. Блин. А дядька такой суровый, блинчики. Вот видишь, да? Круговая обилочка. Ее сложно не увидеть, да? И чё? Он ее юзает, как тебе повезет или не повезет. То есть от тебя ее подменяет и не зависит, сколько раз он ее заюзает за бой. Рандомно. Мне сейчас вот не везло. Аптеки, которые согревают. Ждать до финального поединка. Да зачем ее? Если на тебе красная шляпа, все, уже можно хавать эту согревающую аптеку. В этом фишка этой аптеки. Снимает холод этот. Да йо. Рандом, сволочь, но мы к нему готовы. Красная шляпа горит, мороз щиплет, а аптечки для того и нужны, чтобы не замерзнуть прямо в бою. Дави Богороду, пока он снова свою массу не раскатал. Жми урон, не зевай под обилкой. Дави Богороду, блин. Бода-борода. Есть такой персонаж детский из мультиков. Бодо-борода, блин. Богорода, блин. Ой, точно, Бодо-борода. Этот бородатый мужик из мультика, который вечно все путает и исследует мир вверх тормашками. Вот. Наш Богорода в ЛДО и примерно так же исследует ледник, только вместо вопросов раскидывает ледяные обилки во все стороны. Именно. Ладно, отставить мультики, этот бородач крутится на арене как юла. Следи за его масс-атакой, держи дистанцию и не дай ему заморозить тебя в самый неподходящий момент. Добивай его. Слушай, вообще, да? Обрати внимание, вот я в бою не посчитал, да, сколько, но очень много сейчас делал круг. Изменили Бореала, никто ничего не менял ее, это чистой воды рандом, повторюсь. Кому не повезет, того будет очень много вот этими вот массовыми обилками. Вот, блин, только что сделал и опять скачет, ёп, обезьяна, блин. Ну ладно, что поделать. Мы готовы с тобой. Сборка идеальная. Прощай, Бода Богорода. Оу, видел? Видел. 100 нашивок дали. Генезис. А за первый килл дают 200. Я уже сделал первый килл, и поэтому мне не дали 200. Дали 100. Это шикарно. Раньше это было не так достижимо. Ква-ква-ква-ква-ква. Ёп, опять не дали винт. Какие же вы негодяи. 100 нашивок в кармане – это мощно. Раньше за этот же лут приходилось потеть в 3 раза сильнее, а сейчас за пару минут залутал столько, что на все хотелки хватит. Богорода повержен, ледник зачищен, а прогресс капает как надо. Опять, к сожалению, не дали нам с тобой винт, не дали насос, а есть они тут? Точно есть. Ну, кстати, вот еще. Просто у них шанс выпадения говняный. Делись в комментариях, как ты считаешь, влияет или не влияет? Я так понимаю, влияет. Чем выше твоя репутация доставок в порту, тем больше вероятность хорошего лута. Почему? Я вот сейчас с морского днища достаю, да, всякое разное вкусное. А ты видел, чтоб я достал хоть один генезис ствол? А они там есть. А как это так? А вот так. Репутацию выше прокачаем, и будут генезис стволы. Теперь спокойно, не торопясь, да, продолжаем делать свою доставку. Вот он мой винтик. А когда генезис стволы начнут с морского дна-то падать? Вот по идее когда. Есть игроки, утверждающие, что с первого левела дают уже все им на свете. Но это фигня полная. Здесь, вот, видишь, дошел до винта, все, теперь он может выпасть. Дождешь вот до сюда, и будет уже ручной бур падать. Генезис ствол, ну ты понял, да? Как схема какая. То есть я это не придумывал, это так в игре есть. Че мне заняться нечем придумывать такое? Обманывать тебя. Но опять же, все течет, все меняется, да? И рано или поздно этот момент может измениться. А еще момент. А когда дают вот здесь доставки, уже крутые холодильники, не холодильники, да?
Все просто, тебе надо катер собрать, чтобы тебе открыли эти доставки. Ну а пока делаем вот такие вот. Повторюсь, опять же, если ты играешь с донатом, да, и можешь генезис коробок накидать. Ёп! А куда мы еще с тобой отправимся? Мы с тобой добыли сейчас нашивки генезис. Это вообще лучший вариант. Килл боссов. А вот репутация — это отдельная тема. И за репутацией мы прямо сейчас с тобой пойдем. Куда? В бункер Альфа, если у тебя вариантов других нету. 120 из 250. Все, я до серединочки дошел. А что это? Дополнительное место. Вот эти штуки лучше сразу забирай. Потому что когда достигаешь левела, нажимаешь, у тебя как бы чук-чук-чук аккаунт меняется, да, что ты достиг там какой-то цели. Ну, что-то типа того. А стоки, мастоки. Стоки вроде бы закрыты. Да, стоки еще не откатились. Они очень, зараза, долго откатываются. Сколько? То ли 3 дня, что-то такое. Ладно, тогда поехали. С нашивками, в общем, ты все понял, да, где брать нашивочки. Поехали за репутацией. Собираемся на бункер Альфа, да? Ягодки сразу вот так смотри. Оп, и пошла, да? Блин, я тебе эту ягодную настойку в этой серии прям показал, но она стоит того. А как там у нас котейки? А как там котики наши? Блин, вот недавно на стриме, значит, у нас были котики, и вот посмотри, что получилось. Неплохо, да? 10 болтиков таскать будет, ты морковка. Пока, вот пока что, мне это надо. Поэтому я делаю. А потом будет потом. Потом, вот плотва тоже такая забавная, да, железные слитки и мех. Мне это надо, то есть все, эти котики будут у меня бегать. В чем проблема с кошками? Вот в чем проблема. Домик надо расширять, чтобы не одного котейку, а 2, 3, 4, да, пускать. Но я пока не буду торопиться тратить нашивки, потому что, ну, вот это, геном зараженного. Посмотрим, да, в процессе. Мы ключики покупаем, ёпни, ключики. Попозже потратим. Так, мужчина, ну чё, поехали за репутацией. Сколько сможешь альфу фигачить, столько сможешь. Чё по наградам? Блин, ну тут и ресурсы, и бензин, и все как обычно, да. А второй магаз, он чисто уникальный, топшный. То есть вот оперативник генезис. Примерно 200-250 вот этот наш оперативник. Вот это честно, не помню сколько. Да и ёб не сильно надо. Рюкзак вот 120 щитовод, да, ну если хочешь. А я что буду брать? Чисто по развитию. То есть, смотря до куда мы дойдем. Ну до 15-ки дойдем. Заберем 2 фиол моды, да. Заберем котиков или вот это, бензин, АК. В общем, пока не тратим, в самом конце потратить всегда успеешь. Поехали. Нет, ты Нова, ты не Вова. Не путай. Ты девочка Нова. А Вован это другое, ёлы-палы. Поняла, Вована со мной не путай. Пароли от бункера Альфа. Конечно же, все так же. Так, у нас одна мина. Блин, надо было сделать эти, да? Коктейли Молотова. Ладно, нормально, должно хватить. Пароли все так же в нашем телеграме, конечно же. И Макс Печка ТВ. Если надо, всегда можешь зайти и посмотреть. Сколько надо для репутации фармить? Чем больше, тем лучше. Мы с тобой сделаем сейчас традиционно. Я не буду выжимать прям максимум репутации, да, но сделаем красиво. То есть я и репутацию сейчас беру, получается, и развиваюсь. Я все-таки катер хочу и дальше уже двинуться. Ничего, ну блин, и то. 3-й этаж и слепой охотник. Все, идеальная сборка. Минималка вообще хорошая прям такая. Ну вот и все, готово был. Что теперь? Теперь красиво паровозик, да? Уже есть оранжевые, сейчас будут зеленые обязательно. Ну а красные, за ними придется прогуляться. А, значит, это мина и граната. Кидаем гранату, потом ставим мину. И остатков придется добивать автоматом, если не хватит. Не помню, сколько мина отнимает. Вроде 400. Или 300. Или ёб 250. Черт знает. Короче, сейчас посмотрим. Блин. А если это кувырок? Кувырок может спасти. То есть бежишь, делаешь кувырок. Вот они бьют тебя, да? А тебе за кувырок надо за стену запрыгнуть. Сейчас покажу.
Это очень дерзкий маневр, максимально дикая штука. Она у меня даже есть в гайде. То есть я даже показывал, как делать ее реально. Чуть, да, этого не забыл, чувака, блин. Вот этого можно было не трогать. Потом бы его потрогали. Так, ладно, паровозик это дело такое. Ну ты все знаешь, да, с паровозиком. Красиво, не переживаем, бежим и побеждаем. Обожаю этот дерзкий маневр с кувырком и стенкой. Чисто классика мастерства. Ага. А ты чё так опять много балаболить-то начал? Давай покороче, Нова. А вот кувырок и за угол это не классика, это вообще просто дичь. Ее нельзя рекомендовать как классику, потому что, блин, в большинстве случаев будут умирать и ничего не будет получаться. Да, ну это грязь. То есть ты в момент кувырка, у тебя там 1 секунда, по тебе урон не проходит. 1 секунда. А во вторую по тебе все проходит, ёп, и ты отлетаешь прям в моменте кувырка. Понимаешь, что? И в чем же прикол? Ну вот в этом и прикол, в этой 1 секунде. То есть, если оно прям совпадает, что тебе делают удар яростные гиганты, 1, 2, 10, да хоть 50, ты не умрешь. Потому что у тебя полный иммунитет в этот момент. Да? Повторюсь, есть уже такой видос, я это подробно показываю. Это вообще стрёмная штука, лучше до этого не доводить. Блин, лучше приходить с 3 гранатами сюда, а на хард режим 4 гранаты, да? А если коктейль Молотова, тогда одинаково, что нормал, что хард. Потому что коктейль Молотова, он прожигает, минуя броню. Так, готов был. В общем, я не знаю, получится или нет. Сейчас узнаем. Я все-таки надеюсь, что сейчас мина отнимет 4 сотни. И тогда идеально будет. Гранату кидаем, да? Мне на корточках подползать по-хорошему. Мину ставим. Тоже с корточек. Ай, нормально, короче. Все, я понял, что надо делать. Все, вот прямо сейчас, да? Смотри, мы делаем вот так. Меняем кувырок. И ждем просто с тобой отката красиво, да? Я думаю, они сейчас все упадут от одной мины, от одной гранаты. Ну и прикол в том, что я не помню. И повторюсь, если они не упадут, я ставлю мину, отбегаю вот туда в угол. Я в принципе могу и так всех расстрелять. Но если не успеваешь, повторюсь, делаешь кувырок, и тебе надо кувырком вот в ту стену выпрыгнуть, вот в ту комнату через проем дверной. Прям кувырок и вот так. Во, я так делал. Реально урон не проходит, потому что воин из-за угла срабатывает потом, а в моменте кувырка срабатывает неуязвимость, броня. Короче, да, похоже, что вот прям танцы с бубнами. Давай я тебе сейчас покажу обязательно. Поехали. Сейчас должно мины хватить. Да. А теперь давай мы дождемся кувырка. И я все-таки продемонстрирую тебе. Танцы с бубнами высшего уровня, но если тайминг ловится, зрелище того стоит. Угу. Так, кувырочек откатился. Смотри. В чем приколюха? Вот ты стоишь вот тут вот за этой стенкой, да? Делаешь кувырок и вот так вот за стену. Даже когда здесь толпа зомби, тебе ни единого урона не сделают. И ты можешь... Чик! И побежал от них из этой комнаты. Я так делал. А если, допустим, тебе не хватает там чего-то, плюс, допустим, мину ставишь. Вот сюда отошел, да? И дальше что? Бежишь, кувырок, и опять же в проем дверной надо попасть, да? Ну вот, показываю. Я бы сейчас упал. Почему? Перемотай, я пробежал. Идеально в сторону дверного проема. Да погоди ты, погоди, я вот здесь вот пробежал пешком, да? Надо именно, чтобы кувырок закончился вот тут вот и чик, спрятался, да? Воин из-за угла. В общем, это сложная механика, но при этом, если вдруг ты попал в ситуацию неприятную, не спеши сдаваться. Если есть кувырок, ты можешь еще вырулить, если тебя якобы зажали. Давай я без тебя уже соберу быстро весь лут. Ну чё, я готов. Вооружен и опасен, ёлпалы. Броня вся такая разбитая, но не смотри, вот это очень прочно. Это половина примерно комплекта военного или рабочего по прочности. Она реально намного прочнее.
Вот для баряльчика, да, красиво приготовили. Пистолетик, ну и дойти. По лечению 16,3. Ну, нормально, нормально. Ящики специально пока не открывал. Сейчас мы их все разом, да, откроем. Давай, Вот так. срывай пломбы с сундуков и забирай заслуженный профит. Сначала Богорода, потом тюль и все остальное. Богорода. Дерзай. Тюль? Какая тюль? Вообще, да, какой-то жаргонный, я ее не понимаю. Богорода, понятно, это Бориал. Че за тюль, ёп? Какая тюль? Да какая тюль, оговорился. Лут, конечно же. Обычный лут с ящиков. Сначала Богорода на десерт за жирные нашивки, а потом уже забираем все Богорода. остальное добро. Дерзай. Нова, вот постарайся запомнить. Бода, Борода. Это вот слитно. Бода, Борода. А не Богорода, ёб. Какая Богорода-то, а? Ты прям вообще обижаешь персонажа детского. Запомнила Бодоборода, никаких Богород и прочие ереси. Во. Детский персонаж обиды не держит, но порядок есть порядок. Правильно. Исправляюсь и запоминаю. Жми на Бодобороду, забирай жирные награды и качай репу дальше. Дерзай. Блин, грязь. Чистая грязь. Замес пошел. Разматывай Бодобороду без лишних соплей и забирай свои законные патчи. Дерзай. Что в этой ситуации лучше всего сделать? Ну, по идее, если ты посмотришь рекламу, ты дома сразу окажешься со всем лутом, и тебе не надо будет мучиться поднимать лут, да? Ну, давай я воскресну, потому что не хочу просто рекламу смотреть. Покажу тебе, что это не это. Ай, какая боль. Я хотел быстро зайти в почту, понял, что? Но это надо делать со старта, когда он врезался. Заходишь быстро, броню одеваешь и берешь. Ну ладно, умер и умер, что ж поделать. Теперь что, какой план-то у нас? Сразу одеться, так? Приходим с хилом. И без нервов, ёп, спокойно забираем лут. Бронечка. Мои. Ну давай сделаем просто для красоты, да? Жалко ресурсы. Да нет, ёп, что там жалко. Вот так собираемся. То есть не сражаемся. Ты понял, да? Задача прийти и лут забрать. Плюс, учитывая, что он нас обидел, мы его сейчас вообще ее полностью. Нова, слушай, ты что все в кучу-то смешала? Бодоборода это Бориал, ёп. Мы его давно убили уже. А это слепой охотник в бункере Альфа. Ты вообще потерялась, да? Слепой охотник, он без глазиков, он не бородатый вообще. И-то верно, откуда там бороде взяться, если он слепой, лысый и без намека на растительность. Назвала монстра непонятно как. Лоб в лоб со слепым охотником – это уже совсем другая история, где цена ошибки – та самая мгновенная смерть на его рывке. Все, ладно, все ясно с тобой. Вот тот самый момент. Смотри, раз, я могу успеть сейчас поднять. Ну зачем? Зачем? Дождись. Причем, вот, дождись его остановки. И правильно, зачем этот экстрим на ровном месте? Спешить некуда, дождись, пока он закончит свой таран. Спокойно подбери шмот в безопасное окно, надень броню и уже после этого разбирай его без лишней нервотрепки. Забирай свое и закрывай этот этаж. Дерзай. Теперь мы прям его сейчас полностью, да, уничтожим. Если быстро, вовремя по таймингам, 6 выстрелов успеешь сделать. Шесть точных выстрелов по таймингу Обожаю и дело этот в дробаш. шляпы. Вот с этого 5, да? 5 это хорошо вот с этого дробовичка. А и чё? Блин, ну надо его потратить, а тот мы успеем, да? Он такой топошный, что прям вообще, прям тратить его не хочется. 3, 4, 5. Я сейчас даже с запозданием чуть-чуть начал первый выстрел нажимать, и то успел 5 сделать, да? Ну а глок вообще максимально ёб простой. Стреляешь и стреляешь, блин. Никакого вообще. От стрелки отходи подальше. У меня была такая ситуация. Даже помню в видос попадала. Значит,
от стрелочки. Я не был на стрелке, я был действительно не на ней, а от нее чуть-чуть. Ничего, меня задело. Поэтому теперь я ухожу подальше. Нафиг надо. То есть стрелка вот эта вот, да, таран его, задевает тебя хоть чуть-чуть, все, отлетаешь ее сразу. Ничего, ну нафиг нам с тобой надо это, блин. Давай уже, слепой негодяй, блин. Добиваем в лоб? Добиваем. Хорошо. Золотое правило: отходим от траектории его тарана не чуть-чуть, а с запасом, потому что радиус этой атаки прощает ошибки только на словах. Ну чё, победа? Ёлпалы. Чё по репутации? Ну ты видел сам, да? Нормально. Ну по-хорошему, конечно, надо вообще фулл делать зачисточку, да? Можно было где-то до 10-го дойти, а то и до 11-12. Ну не, я вот так потихонечку буду. Самое ценное. Ну-ка оценим. Нужные нам фильтры, бензин. Ёп, тут все надо. Вот это надо. Это винт финальный мы будем доставать. Вот это для этого движка финального. Ну бенз мы и так постоянно тратим. Оружие, броня. Ёп, вот скажи, что здесь что-то не надо. Что-то лишнее. Поэтому я и говорю, не знаешь чем заняться, иди в бункер Альфа. Блин, бункер Альфа, он как бы всегда. А вот это безобразие. А это безобразие тоже пушка, тоже имба, да. Особенно, когда дойдешь до финалочки, где будут постоянные крутиться бесконечные эти микросхемки. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Не забудь поддержать, оценить лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы все-таки выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не работает, тогда Макс Печка ТВ. Уникальный контент выходит каждый день. Чат, розыгрыши, анонсы всех роликов, стримов. Скучно точно не будет, и никогда ничего не пропустишь. Нова, скажи пока-пока. Забурились на славу, лут в кармане, бункер повержен. Меньше слов, больше репы. Пока-пока, Харди. До новых замесов на канале. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал даже в шуршании старых дворов.